Приветствую, земляне! У микрофона Планета, а это новый ролик по игре Watcher of Realms. А в данном ролике смотрим еще одного нового героя, вернее героиню по имени Клариса, дочь Усыпальницы. Посмотрим с вами, что это за новая героиня, стоит ли ее ожидать и куда ее можно применять по словам разработчиков. Присаживайся поудобнее, ставь лайк примувом, начинаем после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Donatov.net. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Земляне, у Donatov.net можно принять участие в бесплатных ежедневных раздачах. Лутайте декоины и сразу пополняйте любимые игры. Сидят нахуй, хуй смотришь. Что ты смотришь? Так, земляне, буду стараться смотреть на вас, потому что внешний вид данной героини, конечно, вызывает огромную кучу вопросов. Ну, достаточно прикольно выглядит на самом деле. Посмотрите, здесь такие черные косы, сзади такая белая прическа, да, как будто бы где-то еще тоником или что-то макнуло в чернила, да. Видим, что у нее сзади две руки связанные. Тут у нее в руках меч, судя по тому, как написано, этим мечом ее еще и казнили. Достаточно жестокий у нее лор, если почитать на самом деле, но не будем об этом. В общем, это у нас Клариса, дочь Усыпальницы. Принадлежит к фракции Таинства. Это у нас боец с магическим типом урона. Ее специализация — это массовая магическая атака, постоянный урон и антиисцеление. Как вы видите, радиус атаки у нее такой вот. Это похож на радиус атаки Гуань Юя. В общем, достаточно нормально. Оп, переехал сюда. В общем, смотрим. Здесь у нас два блока у нее. Стоимость 20 единиц. Время повторного размещения 60 секунд. Хорошо, погнали, посмотрим в подробные характеристики. Может быть, у нее тут добавятся плиточки при покраске, а ничего не добавилось. Базовые характеристики у нее следующие. 18 431 здоровья, 4751 атаки, 3315 защиты и сопротивление магии 1246. Давайте теперь посмотрим и сравним ее также с бойцами магического типа урона массового, вот а-ля Розалия. Давайте, такая же самая стоимость. Давайте посмотрим, сколько у нее тут. 4718 и 19185. В общем, плюс-минус туда-сюда в одном диапазоне, поэтому можно сказать, что если сравнивать с Розалией, среднее значение. Также у нас еще герой с массовой магической атакой, это вот Магда. У Магды здесь вообще 4308 и 18619. Ну, у Магды здесь и понятно, у нее есть и бонусы к урону, и пробивание, поэтому если еще дать ей столько атаки, как у Кларисы, будет достаточно много, да. Также у нас есть еще и Уридин, но Уридин у нас из древних, у него по-любому будет атаки больше, здесь вот 6000 вообще. Так что, в принципе, если сравнивать с героями из синих осколков, она у нас как раз таки в тренде, да, то есть туда-сюда плюс-минус на орехи ей хватит. Хорошо, смотрим, интервал атаки у нее 2,6 секунды, скорость атаки 100. Шанс крита 0, 150 крит урона, эффект исцеления по нолям, восстановление ярости также, автовосстановление ярости очень заниженное, не знаю, чем это обусловлено, 12 единиц, это мало, это очень мало. Восстановление ярости при нанесении базовых атак 10 и восстановление ярости при получении урона 6. С базовыми характеристиками познакомились, теперь плавно изучаем навыки. Талант. У базовой атаки есть шанс не менее 25%, то есть мы уже понимаем, что это рандомище, рандомное. Взамен активировать эффект темное острие. Читаем. Наносит 90% урона 2 раза врагам до 10 в пределах дальности суперспособности и накладывает 2 заряда эффекта яда на 10 секунд на каждого. То есть на 10 врагов по 2 яда, приятно, 10 секунд, то есть, но шанс 25%, достаточно рандомно, да, это мы еще с вами посмотрим.
За каждый один заряд эффекта яд, наложенного на врагов в пределах дальности базовой атаки, шанс увеличивается на 1%, максимум до 50%. То есть мы понимаем, что если суммарно в радиусе ее действия будет 25 ядов, это плюс 25% шанс к эффекту темное острие, чтобы он активировался. Ну, достаточно неплохо, типа а-ля 50%, да, то есть получается, сразу же она кинула темное острие, у нас 20 ядов, и там еще достаточно разочек махнуть, и будет тогда 50% шанс. Хорошо, спасибо, наверное, приятно, посмотрим. Базовая атака, магическая атака, бла-бла-бла, 120% массового урона до 8 врагам. То есть получается как, мы темным острием цепляем 10, а базовой атакой цепляем 8. Ну, ладно, хорошо. Смотрим первую пассивку. Мертвенный оскал. Каждый раз при применении эффекта темное острие герой получает 2% пробивания на 15 секунд. Эффект складывается до 10 раз. То есть мы понимаем, что 10 раз срабатывает темное острие плюс 20% пробоя. Приятно, 15 секунд, но, ну, кстати, не сталкивался еще с таким вариантом, чтобы, ну, вот эта вся ее пассивка слетала. Поэтому достаточно важная тема. И реально очень важно, чтобы настакать максимум и отыгрывать от этой пассивки. Потому что если мы от этой пассивки отыгрывать не будем, урона у героини, ну, на старте будет меньше. Хорошо, смотрим дальше. Некроз. Пассивка ее вторая, когда добивающая атака суперспособности убивает врага, повышает шанс срабатывания эффекта темное острие еще на 30% на 10 секунд. То есть мы понимаем, что мы, к примеру, достакали ей темное острие до 50% вероятности, берем, казним ультимативной способностью какого-либо любого врага, и на 10 секунд у нас шанс наложения, вернее срабатывания темного острия равен 80% вместо 50%. И достаточно уже начинает часто она накладывает эту пассивку. Поэтому от этой пассивки тоже очень важно отыгрывать. Прям очень важно. Ну и последняя ее способность — это ультимативная способность безумная спираль. Применяется вручную. Радиус действия у нее уже подальше, чем ее базовая атака. 800 единиц ярости стоит. 500 ярости сразу же при выставлении, и 15 секунд длится ультимативная способность. При активации сокращает интервал атаки на 30% и увеличивает атаку на 30%. Затем совершает добивающую атаку один раз. И у этой как раз таки добивающей атаки есть свой таймер, который длится, да, то есть она за время действия вот этого дополнительного таймера, его прям видно, применяет вот эту добивающую атаку свою. Наносит 600% массового урона врагам до 10 в пределах дальности и накладывает эффект антиисцеления на 5 секунд и казня цели с ОЗ ниже 30%. То есть это очень удобно на самом деле. В некоторых случаях не нужно ждать, да, там пока вы добьете мобов. Видите, что там плюс-минус 30-40% у мобов остается. Если 600% массового урона будет равно там хотя бы 10% от хп врага, то останется 30, и она казнит. Эффекты уменьшения интервала атаки и повышения атаки действуют 15 секунд после данной атаки. Достаточно такая ульта, ну, требовательная, да, к наблюдению. То есть на автоультимативную способность, если поставите, будет вести себя как хочет. Но в целом, если применять ее правильно, да, в нужные тайминги, то тогда героиня весьма себе неплоха по эффективности. Так, навыки, все это классно, погнали к пробудам. Первое пробуждение. Во время действия суперспособности эффект темное острие накладывает эффект антиисцеления на цели, которым он наносит урон. То есть у нас срабатывает эта пассивка после ульты, а если мы еще там казним какую-то цель, то каждый раз при срабатывании мы будем обновлять антиисцеление, и оно будет перенакладываться на 5 секунд. Это очень сильная пробуда, на самом деле, особенно там для какого-нибудь первого рейда, но сразу скажу, что есть один нюанс. Сама, как главный антиисцелятор на первом рейде, к сожалению, при любых пробудах выступать ей очень и очень сложно, особенно на 24 этапе. Там раньше вообще супер используется, но на 24 этапе сложновато. Хорошо, давайте смотрим вторую пробуду.
1300 атаки внезапно, да, я уже что-то начинаю отвыкать от вот этой вот пробуды, да, второй, потому что у нас, что не герой, то какие-то переписки на второй пробуде. Третье пробуждение. После окончания действия эффекта Безумная Спираль, это ее суперспособность, также наносит одну добивающую атаку. То есть мы понимаем, что мы можем казнить врагов в начале ультимативной способности и в конце. То есть почему нет, приятно, 2 атаки по 600% с казнью, спасибо. Хорошо, четвертое пробивание у нас плюс 8%. И пятая пробуда. Длительность пробивания, полученного от эффекта Мертвенный Оскал, это ее пассивка, помните, где темное острие срабатывает и мы получаем заряды пробоя, становится постоянной. А вот это вот жестко, сильно, круто, классно, спасибо. А пробивание за каждый заряд увеличивается на 1%. То есть мы понимаем, что у нас вместо 2% пробивания будет 3% пробивания. И при максимальном эффекте она будет получать 30% пробоя вместо 20%, причем перманентно. Но звучит очень сильно. Ну и таблица тестов на ваших экранах. На самом деле для данной героини я не знаю, зачем вообще я делал эту таблицу тестов. Ну, по крайней мере, вы наглядно увидите, что из себя представляет данная героиня. Смотрите, суть. Видите, какой большой разброс урона. И причем даже, смотрите, катаклизм обычный, вот ее урон. А вот это вот катаклизм с фракционкой таинства. Который, ну, на самом деле на снижение урона никак не влияет. Потому что просто получаем после применения ультимативной способности 8% ярости. Но что у нас произошло? Урон упал на 15 миллионов. Дальше, песнь ада, я вообще молчу. Абсолютно на нее бесполезнейший, вообще бесполезнейший сет. Несмотря на то, что с ульты достаточно неплохо прыгает она, да. Адский рев тоже показывает себя посредственно. Даже нескончаемый гнев внезапно немножечко был лучше, чем адский рев. Но, видите, чтобы минимизировать рандом, важно ультить хотя бы и убить одного врага. Поэтому здесь, вот когда так получалось, урон у нас повышался. Когда не было мощи добить, да, то есть не хватало, то урон резко, очень резко падал. Хорошо, я надеюсь, здесь все понятно. Давайте смотреть эффективность ее под лордами. И здесь тоже, на самом деле, проверить эффективность под лордами было достаточно сложно и непонятно. Потому что под Киром мы нанесли внезапно больше всего урона. Просто потому что там где-то в моменте каста ее ультимативной способности умер скелетик. И она начала наносить много урона. А у Насти здесь достаточно непонятная ситуация. Просто нужно, чтобы на каждом из врагов было много дебафов. И тогда, ну, должна была, по идее, бить сильно. Но сильно не била. Непонятно из-за чего. Может быть, темное острие срабатывало как хотела. Ну и под Веномой как будто бы логично, что да, самый плохой результат. Ну то и понятно. Поэтому Кир, Настя, в зависимости от ситуации, я думаю, плюс-минус будет одинаково. Хотя в любом случае игра с данной героиней это каждый раз вообще что-то новое. Потому что идем смотреть дальше. Вот, смотрите, это у нас эффективность ее пробуждений. Первая пробуда ей не дает ничего, кроме продления и исцеления в состоянии ультимативной способности с помощью темного острия, поэтому я выписал одни и те же значения. Но вот на третьей пробуде с ее вот этим добивающим ударом урон вырос всего лишь на 5%. Сразу скажу, что этот урон может вырасти и на 25%, в зависимости от того, что она просто будет на нулевой пробуде. То есть вот мы заходим, то 76, то 61, поэтому тоже непонятно. Я вводил кучу раз, не стал здесь забивать все вот это вот дальше цифрами, которые просто рандомно сгенерированы самим героем. И на пятой пробуде она уже захотела ударить 103 ляма, и что показала эффективность 28,2%. В среднем, я не знаю, 35% эффективности ее пробуждений могут превратиться и в 70%. Поэтому что-то здесь, ну, констатировать, подытоживать, кроме того, что Убер дикий рандом, это не герой, а казино, вот это, наверное, констатация единственная вообще в целом. Дальше, по поводу артефактов, все то же самое. Что не оденете, как героиня захочет, так и набьет. С каким артефактом ей больше понравится, с таким и набьет. Это и имейте в виду. Ну теперь давайте смотреть активности, где должны играть герои с антиисцелением. Ну и по рецензии самих разработчиков логично, что это у нас
конкретно первый рейд, да. Смотрим, здесь у нас такая вот пачка. Тут у меня первая Валара, здесь у меня третий Неджа, пятый Вельзевул, пятая Деми в быстро надеть. Также здесь я взял Фейлин с ядами, ну, просто чисто, чтобы что-то там сделать. Но здесь ремарка. Тут Клариса сразу же на пятой пробуде. Ну, чтобы посмотреть, какой урон и так далее и тому подобное. Здесь мы просто выставляемся сразу с Кларисой. Вот, пожалуйста, выглядит реально героиня прикольно, даже вот именно с высоты птичьего полета, да, сверху. То есть мы расставляемся по стандарту через долинку. Здесь артефакт, опять же говорю, можно было взять любой, поэтому взял хладное пламя, потому что урона она получать не будет. Здесь мы расставляемся, то есть весь бой я вам показывать не буду. Но смотрите, какая ситуация. То есть, когда Деми не ультует, достаточно много у нас целей под антиисцелением. И, ну, честно говоря, самой героине, как я и говорил ранее, трудновато держать мобов, чтобы они не хилились. И теперь смотрите. Она на пятой пробуде, и мы еле-еле, вообще еле-еле проходим. То есть, очень нам везет, не везет, не знаю. То есть, мало контроля, наверное. Да нет, мало урона и мало антиисцеления. Вот, видите, здесь она казнила моба, спасибо ей на этом. Сейчас черепаха подойдет, даст ей за это фофан. Все. Ну и в принципе убиваем босса. Тут что-то на тестовом сервере была какая-то ошибка при подтверждении данных. Давайте смотреть характеристики урона. Достаточно нормально одетая Клариса. То есть здесь катаклизм с нормальными статами. И Деми, пятая пробуда, быстро надеть. Да, понятно, что это все у нас лорд. Что это все зачем сравнивать. Валара, первая пробуда, 422 миллиона. Там он даже Фейлин, одетая в магию души на ОЗ, чтобы она не сдохла, 100 лямов набила. Понятное дело, что можно сказать, что она же здесь ради антиисцеления. Но Зелус беспробудный бьет столько же на самом деле. Может быть даже, ну, чуть-чуть ниже. Ну, может быть 300, там 250 набьет. Так у него антиисцеление дольше. Поэтому, честно говоря, ну, не знаю. В принципе, если вы там ее выловите, и у вас стартовый или средний аккаунт, она в любом случае вам поможет пройти первый рейд, там, ну, хотя бы до 22-го, может быть, 23-го этапа. Но на 24-м этапе, как будто бы, если вот не будет Неджи, если там не будет какой-нибудь Деми и Валары, ну, условно, да, там может быть Изарет и Розалии. Не знаю, как с этой героиней вообще можно первый рейд пройти. Итак, земляне, следующий контент, где хочу вам ее показать, это чертоги иллюзий Малрика. Так как вроде бы сразу понятно, да, что ее можно применять вот на всех картах с антиисцелением, где у нас опаленный пожиратель, вот, пожалуйста. Не знаю, зачем я прошел всю карту на записи, давайте уже под самый конец, потому что босс падла в самом конце. Давайте сюда отмотаем, пожалуйста. Здесь аффикс, что опаленный пожиратель получает атаку 20%. Вот видите, он уже убил Ривенхальда. Очень больно танку Гану. Достаточно крепкая тут одетый танк. Здесь у нас будет инсценуация того, что она беспробудная. Хоть она здесь и на пятой пробуде, но я ультанул как раз таки под конец жизни босса. Чтобы она в момент удара наложила свое антиисцеление. И как раз таки посмотреть, резнится ли босс. Вот смотрите, сейчас я применю ультимативную способность. Все, бах, она ударила. И давайте смотреть. То есть процентов, ну, не знаю сколько это, наверное, процентов 15, может быть 20 он себе зарегенил. Если бы она была на первой пробуде, я бы ультанул, она бы там поддержала бы дольше это антиисцеление. И достаточно ей бы было, чтобы он не резнулся вообще. Потому что длительность ее антиисцеления такой же самая, как у графа Дракулы. Это не Танклз эпик, который накладывает антиисцеление. Если не знаете, я вам скажу, что у данного танка этот босс возрождается. Поэтому плюс-минус неплохо, да, для того, чтобы уже контрить данного босса, нам можно ее брать и беспробудную. В этом плане спасибо, приятно. И честно скажу, что здесь даже больше юзабельность я вижу данной героини, чем на том же первом рейде. Ну и хотелось бы еще посмотреть ее на матрице. Пачка будет вот такого вот формата. У вас пробуды на экранах, как видите. Здесь я посмотреть ее решил беспробудную. То есть тут у нас все почти пятая Магда беспробудная. Короче, накинул героев, которые были
одеты. Деми все-таки переодел из быстро надеть в песни ада, чтобы было плюс-минус рабочая, да, ситуация, потому что, в принципе, ну, хотя бы там Деми на А1, думаю, есть у достаточно немалого количества игроков. Давайте смотреть, то есть расстановка не сильно будет отличаться, единственное, просто я поставлю здесь вот Клариссу, а вот тут поставлю Розалию, а может быть куда-то сюда разверну. В общем, смотрим. То есть выставляемся, у нас здесь нету табуретки, поэтому давайте, наверное, ну, кого мы забафаем? Сразу же забафаю Розалию условным Вельзевулом, вот так вот, пожалуйста. Дальше ставим Деми, бафаю ее Макакой, ставлю вот сюда вот так вот Валару, бафаю ее Настей. Настя у нас будет бить босса. Дальше я выставляю Клариссу сюда, вот, пожалуйста. Магду ставлю сюда. Вот так вот ставим Эловин и ставим сюда вот Эзарета. Не стоит забывать, что Розалия не стоит под Магдой, а Кларисса стоит. Поэтому мы будем также при оценке урона Клариссы отталкиваться от того, что у нее еще будет дополнительный бонус к урону и игнор защиты. В общем, сейчас я все это отобью, в конце уже посмотрим на ее характеристики дэмэджа. Так, опять вот эта ошибка при подтверждении. Здесь у меня умерла Деми. Давайте смотреть, сколько же тут урона. Здесь они набили 121 тысячу механизмов. Смотрим характеристики урона. Вот такой вот дэмэдж. На самом деле без табуретки, конечно, печально. Деми умерла всего лишь 1,1. Но Кларисса 700 миллионов урона беспробудная. С учетом того, что она стояла под Магдой. Здесь спокойно можно будет где-то сказать, что она набила сама, ну, лямов может 600, там 550, но пятая Розалия даже без пробивания набила получше. Ну, понятно, что пятая Розалия, в принципе, честно скажу, что достаточно и неплохо. Есть герои, которые бьют и много хуже, чем Кларисса, поэтому если вдруг нету судей вообще, нету табуреток, там нету Аноры и так далее, то вот, пожалуйста, почему бы и нет, пользуемся под беспробудной Настей с каплей, бафаемся и набиваем. Ну и перед тем, как будем уже идти к общим активностям, да, оценки устного формата контента, который мы еще не затронули, я думаю, что вообще-то очень даже неплохо бы она зашла сюда, но в том виде, в котором есть Эрисдель сейчас. Потому что сейчас на героиню, вернее на ее копии действует антиисцеление, позволяющее скипать ее фазы. Но разработчики дали понять, что это баг, так не было задумано, поэтому они это должны исправить. Поэтому, если исправят фишку с антиисцелением, то Кларисса сюда, не знаю, честно говоря, наверное, очень даже и не очень будет заходить, потому что, ну, урона как такового нету, яды это все хорошо, казнь здесь не то чтобы вообще, в принципе, нужна, поэтому тоже мимо. Да, куда-нибудь на завоевателя, вот тут вот где-нибудь вот здесь вот, я думаю, может зайти, но какие-то высокие там показатели, да, я думаю, вряд ли она может проявить себя, да, посмотрите, здесь вот она у нас уже доступна на тесте, ее особо даже сюда никто не вводил, но я уверен, что не будет никакого смысла в этом. Поэтому давайте уже переходить к оценке остальных активностей. Так, вот она наша Кларисса, давайте ее найдем. Вот, смотрим, что у нас здесь есть. Рейд для снаряжения 1, ну, честно скажу, что если оценивать высокий high-end контент, да, 24 этап, нет, сюда точно нет. Я, наверное, поставил бы ей здесь 3,5 баллов из 5. Рейд для снаряжения 2. Ну, в принципе, можно использовать где-то на 22 плюс этажах, там сбоку ставить, чтобы она хотя бы один какой-то ряд чистила. Но в этом нет никакой надобности. Рейд для снаряжения 3 абсолютно там не нужна героиня. Драконова падь вообще ни на бездне, ни на кошмаре я не рекомендовал бы использовать бойцов массового типа урона. Руины титанов в Симрах однозначно мимо. Но вот матрица, в принципе, на старте особенно можно с ней играть там в начале игры и в середине. Но в любом случае вы от нее откажетесь, потому что урона, ну не сказать, что прям очень много, да. Башня обмана. Здесь, ну я думаю, она себя найдет, особенно на тех этапах, где нам нужен антихил, там с Эловин. Да, здесь можно будет ее использовать, но не сказать, что прям незаменимая, поэтому тоже среднячок.
Чертоги иллюзий Малрика. Чисто опаленного пожирателя, да, убивать, не позволяя ему резаться, а если и позволяя чуть-чуть, да, скоропалем хп. На обсидианках у нас также есть мобы, у которых есть исцеление, но с них его можно снять. Бывает такое, что выходят чешуйчатые, у которых хил идет в АОЕ, то там, в принципе, можно будет ее использовать, но не скажу, что прям очень нужно. Подземелье снаряжения 1. Магический тип урона. Где-нибудь за каким-нибудь танком с антиисцелением, типа а-ля Танклз, может быть, себя и проявит, но если мы рассматриваем ее как самостоятельную единицу антиисцеления, не ниже, чем первая пробуда, потому что иначе, ну, просто-напросто она накинет с ульты свои вот эти 5 секунд антиисцеления, и все. Подземелье снаряжения 2. Не вижу там в ней какого-то сакрального смысла. Подземелье снаряжения 3 по такому же самому принципу. Разве что если мы там будем играть через таинство, пусть там яды тикают, снимают вот эти щиты именно, да, постепенно. Ну а так тоже не сказать, что прям она тут нужна. Арены все мимо, это 100% не аренный герой. Война гильдий опционально, но 5 секунд антиисцеления не знаю. То есть берем во внимание то, что если будет первая пробуда, можно будет что-то подумать в пачке с таинством, так как у нее ультимейт длинный. Но, честно сказать, какие-нибудь графы Дракулы, да, или тот же Танклз, но с антиисцелением справляется куда лучше, чем данная героиня, но можно, наверное, баловаться. Рейд для материалов и артефактов, я думаю, что там, ну, напольные, да, где напольные у нас юниты, там 26-й этап, нет, 27-й, 25-й этап, и это все, в принципе, можно попробовать, да, но не выше. Кодекс бессмертных имеет место быть, но не сказать, чтобы прям незаменимо. Разлом пустоты, да, можно использовать. Испытание фракции таинства. Ну, из-за ее радиуса атаки на 18 этапе я не знаю, будет ли она сильно нужна, но в целом, как опция, может себя зарекомендовать. По поводу прилива, ну, БС у нее относительно неплохой. Давайте посмотрим, если у меня здесь фракционки какие-то, может, с кого-нибудь снимем. Вот 2000, ну, соточка беспробудная, там плюс-минус туда-сюда, если еще нормальный какой-то артефакт по типу черепа ей дать, то можно что-то из нее, ну, 100, 104, 105, да, думаю, может быть и до 110 добрать можно. Для такого бойца с ее базовыми характеристиками, в принципе, очень даже хороший БС, поэтому на прилив можно ее использовать и как привязки на ГВГ по первой там, да, можно. Рейд для опыта, рейд для золота, но вы это все сами тут увидели. Поэтому давайте же все-таки итожить оценки данной героини. При условии того, что она уж очень узконаправленный специалист и уж очень она такая вот промежуточная, да, то есть вы будете ею играть за неимением каких-то альтернатив посильнее и вот именно только из-за этого. Потому что на данном этапе, ну, нету такого контента, где бы она была незаменима. Может быть, там будут какие-то открытые миры, какие-то новые боссы, и туда вот она зайдет. Но, а пока что моя оценка данной героини 4 злых планет из 10. И то, мне кажется, что я эту оценку сильно натянул. Можно, если прям жестко по ней пройтись, можно поставить и ниже. Но за внешний вид грех, наверное, ставить низкую оценку. Достаточно, ну, прикольно она выглядит лично на мой вкус. Пишите в комментариях, как вам героиня и как вам ее внешний вид. Земляне, вот такой вот обзор тесты на Кларису. Достаточно быстренько, потому что героиня, ну, не заходит прям в большой пласт контента, чтобы ее везде проверять. Все так же жду ваше мнение в комментариях, как вам героиня, будете ли вы ее крутить, что ей хватает, чего ей не хватает. То есть это все хочется обсудить, посмотреть, чтобы понимать в итоге, кто прав, да, там, кто виноват, если можно так сказать. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк данному видосу, если вы этого еще не сделали, ну и поделитесь данным видео с друзьями, пусть будут в курсе, что из себя представляет новая героиня Клариса. В описании к данному ролику вы найдете мой телеграм-канал. Всегда самые свежие новости, актуальные промокоды и много чего интересного в мире Watcher of Realms. Подписывайся, ждем именно тебя. Но меня зовут Планета, и я буду с вами прощаться. Не забывайте играть в Watcher of Realms красиво, и увидимся, когда увидимся, земляне. Пока-пока.